Интересно. Взял это просто из головы. И кто знает, может, рано или поздно это перерастет во что-то полноценное. Жаль только, что впоследствии, скорее всего, окажется, что эту мелодию уже кто-то придумал, а я, разумеется, не был в курсе. Обидно будет и другому человеку, который придумает ее еще раз, но уже в будущем. Я ему не завидую. Но вот что самое удивительное. Не исключено, что кто-то, допустим, на другом конце Земли, именно сегодня придумал ровно такую же композицию. Нет, сегодня речь пойдет не о совпадениях. Берите шире. Что если все открытия, научные, литературные, музыкальные, да вообще любые открытия – неизбежность, а может даже заготовка? Я надеюсь, вы пока ничего не понимаете, ведь вводить в курс дела я вас буду постепенно. Но скажу сразу, это очень важный для меня выпуск. Я прочитал вроде как всю доступную литературу по данному вопросу. Мое понимание происходящего кардинально изменилось, а поэтому я не могу этим не поделиться. Я хочу, чтобы вы сегодня переосмыслили плагиат. Для вас на данный момент это присвоение себе чужого авторства. Ну, как бы, да, но все несколько сложнее. А если быть точнее, то все не то, чем кажется. Ваш мир не будет прежним. Приготовьтесь. Сегодня вы узнаете, как синхронизируются мысли, почему мозг пытается нас подставить, что такое контрафакт на самом деле и почему умирает музыкальная индустрия. Погнали! Очень многие из вас, услышав вот это, скажут, что это плагиат. Или увидят вот это, или вот это. Года специально не подписывал, чтобы вас не расстраивать, мало ли это были ваши кумиры. Я уже привык, что люди могут разочароваться в своем любимчике, если узнают, что он украл ноты из какой-то старой песни. Или какой-то любимый блогер или стендапер украл тему, фразу, а возможно даже целый монолог. Да, разумеется, многие этим промышляют специально, думая, что никто не заметит. В эпоху-то интернета? Ха, наивные. Но что если кого-то вы все же зря оклеветали, и они делали это не специально? Как такое возможно? Ну, когда вы узнаете, что даже научные открытия, изменившие мир, были придуманы в одно и то же время разными людьми в разных уголках планеты, вы наверняка измените свое мнение. Но начнем с примеров. В 2019 году вышел фильм «Yesterday», повествующий о том, что обычный человек по имени Джек попал в параллельную реальность, где никто не знает песни Beatles, а поэтому он исполняет их сам, становясь самым главным музыкантом в мире. Клево звучит, да? Но не для малоизвестного писателя Ника Миллигана, который все это написал в 2013 году и выпустил в виде электронной книги. Астронавт попадает на планету, где никто не знает главные рок-хиты, а поэтому исполняет их сам, в том числе и Битлов. Самое смешное, что его тоже зовут Джек. Плагиат! Скажут многие из вас. Мол, режиссеры нашли неизвестную электронную книгу от неизвестного писателя и украли ее смысл. А что если нет? Да, идея одна, но другая подача, другой конец, другое все. Тем более странно кого-то обвинять в плагиате, когда эта же концепция была еще в фильме «Назад в будущее», когда Марти, попав в прошлое, играл композицию Чака Берри, которую еще никто не знает. А все потому, что это очевидная идея для нашего времени. Именно так с незапамятных времен существует музыка, потом появляется фантастика, мысли о путешествии во времени, мультивселенных, и рано или поздно все это соединилось бы воедино, ведь есть все предпосылки. Мне сейчас не просто будет это сказать, ведь это мой любимый фильм, и даже автограф Майкла Джея Фокса есть. Но «Назад в будущее» — это не то чтобы оригинальная идея. За 5 лет до него в Чехословакии выходит фильм «Что-то витает в воздухе»,
где ученый изобрел машину времени, вставил ее в настоящую машину, отправился в прошлое и там случайно познакомился со своими родителями, а также учил своим современным танцам, которых еще не существует. И этот фильм 100% брал идеи из научной фантастики, но оригинал отследить будет очень сложно. Так что нет никаких сомнений в том, что одна идея могла прийти в голову двум, а может и десятку писателей и режиссеров, потому что это на самом деле не их идеи вовсе. Окей, оставим искусство на потом. Наверняка в научной сфере это все работает немного по-другому. Вряд ли вы сомневаетесь в том, что существуют великие люди, которые позволяют двигаться прогрессу. Эдакие гении, опережающие время. Если не они, то никто другой. Или сильно позже. Ну, не знаю, Дарвин и теория эволюции, Ньютон и математический анализ, Бенджамин Франклин и громоотвод, в конце концов, Карл Вильгельм Шелли, который открыл кислород в 1773 году. Я не говорю, что люди до 1773 года такие... Нет, я о химическом элементе и его открытии. В общем, я бы мог очень долго продолжать перечислять открытия, так важные для современного мира. И, разумеется, люди, которые за них ответственны, безумно важны. Не так ли? Это называют героическая теория научного развития. Гении рулят миром, двигают прогресс вперед, а все остальные по факту сраная пыль. Также гласит и теория великого человека. Мол, все, что нас окружает, это реализация мыслей, которые крутились в голове того или иного предводителя, президента, ученого, пророка, поэта и так далее. Более того, они с этими крутыми качествами изначально появились на свет. Ну, вам же знакома фраза «ты прирожденный лидер». Эта теория была настолько распространена среди ученых, что было совершенно нормально иной раз в энциклопедии больше уделять времени истории великих людей, а не общим событиям. Получается, я просто пыль. Но ведь я тоже часть системы. Кто знает, может быть, я бы мог кого-то вдохновить на великий поступок, и он бы стал тем самым человеком. Погодите-ка. Действительно, теория подверглась заслуженной критике и в данный момент не так актуальна. Ведь даже исследования показали, что лидер только в определенных ситуациях лидер. В другой ситуации уже обычный человек, как мы с вами. Зависит от многих факторов. Философ Герберт Спенсер сказал гениальную и супер очевидную фразу об этих сверхлюдях. Прежде чем они смогут переделать свое общество, общество должно их создать. Так что заслуга толпы ни в коем случае не должна быть недооценена. Стоп! Минуту назад ты сказал, что ученые в одиночку открыли то, что изменило мир. Ты там не запутался? В одиночку? Я так не говорил. Все это я подводил к тому, что в теории героя что-то не сходится. Ведь все открытия, о которых я сказал ранее, не были сделаны одним человеком. Эти вещи открыли сразу несколько человек, независимо друг от друга, почти в одно и то же время. Бум! Теория эволюции. Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес. Математический анализ. Ньютон и Лейбниц, хоть и было много споров. Громоотвод. Бен Франклин и Прокоп Дивиш. А кислород вообще разделили между собой вот эти ребята. И таких примеров сотни, только найденных. Я, разумеется, еще о некоторых дальше расскажу, но еще больше будет в документе в описании. Так что за срань? Почему одни идеи приходят в голову совершенно разным людям? Это вообще законно? Ну или хотя бы научно? В 1974 году социолог Уоррен Хекстром изучал конкуренцию в сфере науки. Да, может, для вас это новость, но ученые хотят первыми сделать открытие, поэтому часто исследования сокрыты от посторонних глаз. В общем, из 1718 опрошенных ученых, 46% из них сказали, что их исследования были хотя бы раз предсказаны другими учеными. Да, это обидно, когда ты что-то разрабатываешь в своей лабе, а это уже кто-то сделал, просто ты не был в курсе. Обидно, но ничего удивительного в этом нет. Уже известный нам социолог Роберт Мертон в 1961 году придумал название для этого феномена – малтиплы, или множественные открытия. Смотрите, что пишет умный человек. Иногда открытия происходят одновременно или почти одновременно. Иной раз ученый делает новое для него открытие, которое кто-то другой сделал несколько лет назад. Точку, брат. То, о чем я сейчас рассказал, нельзя назвать плагиатом, так как люди зачастую просто не знали об открытиях своих коллег. Но что тогда это такое? Совпадение? Вселенная подсказывает? Предназначение? А может, нужная мысль на данном этапе развития человечества летает в воздухе, и ее нужно поймать? Попробуем выяснить.
Вы уже знакомы с немецким словом «полтергейст», которое переводится как «шумный дух». Так вот, есть еще одно похожее слово «zeitgeist», которое переводится как «дух времени». И это не просто слово, а целая концепция. Грубо говоря, музыке, открытиям и архитектурным причудам отведено конкретное время. Как бы объяснить? Знания накапливаются, технологии появляются, ученые из разных уголков планеты работают над нужными в данный момент вещами. И в какой-то момент, бам, приходят к конкретным исследованиям почти в одно и то же время. Вот, например, все мы знаем, что Томас Эдисон ассоциируется с лампочкой. И если брать теорию духа времени и отметать теорию гения, то логично предположить, что лампочка в современном виде все равно была бы изобретена другим человеком, да? Вот патент Эдисона 1880 года. А вот патент Джозефа Свона, тоже 1880 года, тоже на электрическую лампочку. И второй доказал, что он начал над ней работу раньше. Чтобы избежать всех судебных разбирательств, произошло слияние компаний в одну, которая называлась Edison и Swan Electric Light Company, или сокращенно Edison. Так что да, если бы этих двоих не существовало, то, наверное, нашелся бы еще один исследователь, который сделал бы все то же самое. Ведь еще есть культурный аспект и потребности в данный момент. Этого человека зовут Грегори, и ему просто надоело каждый день зажигать свечку. Нужно что-то менять. Получается, электрическая лампочка появилась в самый нужный момент времени. Не раньше и не позже. Философ Гегель говаривал, что никто не может перегнать свое время. Да? А вот тут теория духа времени идет в задницу, пожалуй. Все изобретения, которые я назвал, были сделаны только потому, что кто-то раньше уже подошел к этому достаточно близко, но не смог воплотить в жизнь. Ну или взять вот эту историю. Австрийский биолог Грегор Мендель, основываясь на работах своих предшественников, открыл то, что легло в основу современной генетики – законы Менделя, и опубликовал свою работу в 1866 году. Спустя 34 года, в 1900-м, эти законы переоткрывают заново вот эти три человека, независимо друг от друга в разных странах. Окей, можно подумать, что австрийский дух времени оказался сильнее, поэтому выиграл в гонке. Хрен. Один из них тоже был австрийцем. И таких историй полно. Повторные открытия через несколько лет – совершенно нормальная история. Поэтому дух времени не может в целом объяснить феномен. Так что двигаемся дальше. Ну, тут понятно, все открытия — это логичный пошаговый процесс от чего-то к чему-то, что необходимо открыть. Герберт Саймон в середине 20 века вообще создавал программы, которые с помощью логики и предоставленных данных реально переоткрывали заново законы, которые раньше открыли исследователи. Решение было. Его просто нужно было найти тем самым людям. А это значит, все проблемы решаемы, и рано или поздно все придет к открытию, если бы не одно «но». Программа может найти решение проблемы, потому что ей подсказали, где искать. Она может решить проблему, но она не может найти проблему, смекаете? Для этого ей нужен человек и его озарение, если так можно сказать. Тем более, эта теория не учитывает, что многие исследователи не следовали какому-то логическому, поэтапному сценарию, а приходили к одним открытиям из разных областей. Плюс ко всему, все множественные открытия не идентичны, они всегда хоть чем-то отличаются, а иногда даже кардинально. И вот тут на помощь приходит теория случайности. Она гласит, что множественные открытия просто произошли случайно. Когда человек пытался найти решение одной проблемы в одной области, но случайно приходил к другому результату, и это было открытием. У меня даже целый ролик есть об открытиях, которые были сделаны случайно. Социологи даже опирались на математические модели и симуляции, которые подтверждали их вывод о случайности множественных открытий. Но теория была не принята сторонниками теории коммуникации, которая говорит, что вся проблема в задержке передачи данных. Ну, допустим, часто такое было, что изобретение было запатентовано через десятки лет после того, как было придумано, а поэтому его придумал уже кто-то другой. А если бы он знал про это изобретение, то не было бы множественного открытия. Нет смысла еще раз подавать патент на велосипед, даже если ты его зачем-то придумал. Братан, все уже было в Симпсонах. Это согласуется с тем, что рост количества научных учреждений, ученых, интернет, а значит доступность информации, все это практически свело на нет повторные открытия. И тем не менее, они все еще есть. И знаете что?
это тоже не объясняет всего. Каждая из теорий была подвергнута критике. И да, на данный момент нет единого объяснения, почему же одни изобретения приходят в голову разным людям. Так что если вы сторонник паранормального, то легко можете поверить во вселенский разум и что кто-то там, как в Sims, раздает нам указания и мысли об изобретениях. На всякий случай сразу нескольким людям, а то вдруг кто-то лестницу из бассейна уберет. Но на самом деле, скорее всего, нужно просто совместить каждую теорию, и получится, что человек определенно должен быть смышленым. Общество и культура должна толкать его на открытие. Он логической цепочкой выстроит путь из уже имеющихся данных, а еще ему просто повезет. И так должно произойти сразу с несколькими людьми, желательно в небольшой промежуток времени. Объяснение так себе, но оставим это социологам, пусть дальше изучают. Все, что мы поняли, множественные открытия существуют и существовали. Люди реально приходят к одному и тому же, не зная о том, что такое уже было. А теперь вспомните все те разы, когда вы кого-то обвиняли в плагиате. Вдруг вы сделали поспешный вывод, и люди реально дошли до той или иной идеи, или мелодии, или концепции, не зная, что ее кто-то придумал. Но что если знали, но забыли? Криптомнезия или скрытое воспоминание – это искажение памяти, когда ты что-то вспоминаешь, но не отдаешь себе отчет в том, что это воспоминание. Наоборот, для тебя это нечто новое и оригинальное. Проще говоря, прикиньте, вы можете сами, того не понимая, участвовать в плагиате, но другим людям не докажешь, что ты не знал, что знал. Незнание не освобождает от ответственности, верно? Если честно, все это звучит как оправдание своей неоригинальности и попытка обелить плагиат, подумаете вы. Но подойдите к этому с другой стороны. «Остров сокровищ» знаете? Я написал. Шучу. Писатель Роберт Стивенсон признался всему миру и сам себе, что много идей взял из рассказов путешественника Вашингтона Ирвинга. Это был его любимый писатель, но во время написания «Острова сокровищ» он думал, что это были его собственные идеи. Плагиат! Скажут многие. А какой смысл был признаваться, если никто на это не указывал? Окей, Фридрих Ницше, которого все знают как философа, в современном мире оказался бы просто тупым плагиатором, потому что выдал за свое то, что читал в детстве у другого писателя. Хейт в наше время был бы из-за ненужной категоричности и нежелания разобраться в ситуации. Многие ваши кумиры на самом деле неосознанно брали идеи и мелодии, которые уже существовали. И я заявляю, это нормально. И это подтверждено научно. Проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что, во-первых, когда просишь людей сгенерировать что-то новое, то есть вероятность, что они непреднамеренно сплагиатят то, что уже есть. И это происходит в 3-9% случаев, что немало. Во-вторых, наличие примеров чаще приводит к криптомнезии, что было выявлено в экспериментах. Грубо говоря, в жизни это работает так. Вы всю жизнь слушаете музыку, тоже хотите делать музыку, как ваши кумиры, и по итогу вы даете за свое то, что слышали давно. Если представить, что до 9% музыки, которую мы слушаем, плагиат, даже как-то не по себе становится. И в-третьих, чем дальше вы от источника идей, тем выше вероятность плагиата. Допустим, вы в детстве в каком-то фильме услышали мысль интересную, и спустя 30 лет вы выдали ее за свою. Но если бы вы смотрели этот фильм каждый год, то, разумеется, этого бы, скорее всего, не произошло. В итоге исследователи приходят к одному. Криптомнезия, вероятно, намного более распространена, чем кто-либо может представить. И каждое творческое усилие содержит остатки того, что мы испытали в прошлом. Несмотря на то, что криптомнезия реальна, вы должны понимать, что не получится на нее списать полную копирку текста или трека. Это не так работает. На самом деле она более реальна в более простых вещах. Простая мелодия, концепт, высказывание и так далее. Мозгу такое проще запомнить, ему для этого не нужно даже ваше участие. И даже тут, как и во множественном открытии, зачастую все повторения сделаны как бы от себя, со своей подачей и разными изменениями. А то сейчас начнете на криптомнезию весь плагиат валить. Бро, зацени мой новый трек, вчера записал. Серьезно? Да. Щас. Подожди, это же мой трек, я же тебе его вчера только включал. Блин, что? Серьезно? Блин, черт, так и думал. Ну ты же еще не записал его? Нет. Увидимся в суде. Марк Твен вообще считал, что оригинальной идеи не существует, так как каждая переработана из другой идеи. Писатель Генри Миллер также согласен с тем, что к тем или иным идеям мы приходим потому, что зачатки их, или даже сами идеи, уже были ранее. Вот выдержка из его книги, которая действительно заставляет задуматься.
Что вы можете назвать по-настоящему своим? Дом, в котором вы живете, еда, которую вы едите, одежда, которую вы носите. Но вы не строили этот дом, не выращивали еду, не шили одежду. То же самое и с вашими идеями. Они были готовы, вы просто в них переехали. А теперь уже я обращаюсь к своим зрителям. Серьезно подумайте, каждая ли ваша идея является именно вашей? Каждый ли человек, что подает в суд за плагиат своей идеи, отдает себе отчет в том, что это может быть не его идея, и кто-то рано или поздно найдет оригинал, а потом оригинал оригинала. Задумайтесь ли вы в следующий раз, когда захотите кого-то обвинить в плагиате, а точно ли тот, у кого украли, не украл у кого-то еще? В научных кругах даже есть закон Стиглера, который гласит, что никакое научное открытие не было названо в честь первооткрывателя. Не стоит воспринимать всерьез. Разумеется, есть такие открытия. Воспринимайте это скорее как анекдот с серьезным подтекстом, потому что в основном это правда. Название зачастую получает тот, кто первый популяризировал. А вдруг так и с музыкальной мелодией? Вдруг тот, кто первый ее придумал, просто не был известен или у него не было возможности поделиться открытием? Музыкантам сейчас страшно жить, зная, что то, что они написали, мог написать кто-то другой и подать в суд за 5-6 нот. Вы, наверное, думаете, что я преувеличиваю. Ну, посмотрим. Мы подобрались к кульминации. Досмотрите все это, пожалуйста, до конца, даже если эта музыка вам не близка. Ведь это всего лишь примеры, которые вы должны спроецировать на все вокруг. Извините, я боюсь страйка за авторские права, как бы иронично это не звучало в таком ролике, поэтому буду играть сам, с вашего позволения. Рокеры, активизируем режим Валдиса Пельша и пробуем угадать мелодию с нескольких нот. 3, 4. Ну, разумеется, это Red Hot Chili Peppers Дани Калифорния. Что это может быть еще? Только вот я играл песню Mary Jane's Last Dance группы Tom Petty and the Heartbreakers, которая вышла аж в 93-м году. Плагиат! Воскликнули люди. Срочно подать в суд, нужно отнять все деньги! И что-то мне подсказывает, что Том Петти, безусловно, выиграл бы суд и заработал еще больше, только вот он отказался подавать иск. Знаете, что он сказал? Что не видит ничего в том, что многие рок-н-ролльные песни звучат одинаково. Максимальное уважение. Он понимает, что новую мелодию из аккордов сложно придумать. Что бы ты ни придумал, молись, чтобы этого ни у кого еще не было. А может, он просто знал, что был не первый? Уж подозрительно мотив похож на Waiting for the Sun, который вышла еще на год раньше. Неловко было бы, если бы узналось. Хотя... Вот что это такое? Radiohead Creep, ну разумеется, что это может быть еще? Однажды Лана Дель Рей использовала в своей песне Get Free те же аккорды, умышленно или неумышленно. Представители Radiohead связались с представителями Ланы, и там был какой-то движ, чтобы она признала плагиат. И тут сюжетный твист. Я на самом деле играл песню группы Hollies. No cigarettes, no sleep, no light, no sound. С которой Radiohead все скопировали, что и признали, кстати. Мораль сей басни такова. Не думай, что ты самый умный. Но если пораскинуть мозгами. Серьезно? 3, мать твою, аккорда, которые хорошо звучат, может, их кто-то запатентует? Жду иск, кстати, за то, что посмел сыграть их у себя на канале. Идиоты. Вы хоть представляете, сколько песен было сыграно, например, на этих аккордах? Миллионы! Просто вбейте в ютубе Same Chord Progression и посмотрите, сколько песен играется на одних и тех же аккордах. Да потому что они просто хорошие. Ну, на самом деле, многие могут сказать, ну, если ты чем-то занимаешься, то проверяй, не было ли этого до тебя. Нечего присваивать себе чужие, хоть и очевидные идеи. Фишка-то в том, что брать старое и делать на этой основе что-то новое или свежее, это, как бы это сказать,
И есть история музыки, мать вашу. Есть даже отдельный термин — перефразирование. Когда ты берешь что-то уже использованное и обыгрываешь это по-новому, добавляешь ноты, изменяешь ритм. Такие ходы стали популярны еще в церковной музыке 14 века. И, понятное дело, пошло дальше. Прямиком в джаз, где люди не просто брали кусок, а основывались на старых треках. Это называется контрафакт. Я понимаю, что для всех контрафакт — это паль, подделка, у которой нет лицензии, но в музыке контрафакт не имеет плохого контекста. Это новая мелодия, основанная на гармонии и смене аккордов песни, которая уже была. На англоязычной Википедии, кстати, очень внушительный список таких заимствований. Но в наше время как же плохо обстоят дела. Знаете песню Кэти Перри «Dark Horse»? Ну, точно слышали, потому что это чуть ли не один из главных треков 2013 года. В треке иногда встречается вот эта мелодия. Восемь нот, из которых 4 одинаковые. В 2014 году персонаж под ником Flame, исполнитель христианского рэпа, заявил, что эти ноты принадлежат ему. И были нагло украдены певичкой Кэти Перри и подал в суд за нарушение авторских прав. Давайте же послушаем. Почти вся песня состоит из этого. 8 нот, из которых первые 4 одинаковые. И, безусловно, это могут назвать плагиатом. Те люди, которые не разбираются в музыке от слова «совсем». Загибайте пальцы. Разные ноты, разные тональности, разный темп, разные эффекты, отчего вот это напоминает скорее подъезд к ноте. Итак, человек застолбил за собой 8 нот, первые 4 из которых одинаковые. И следующие 3 тоже. Может ли это проканать в суде? Ну, разве что в чем-то больном воображении, ведь это привело бы к смерти музыкальной индустрии. Ведь все могли бы подать в суд на любого, кто только притронется к клавишам или к гитаре. К сожалению для всех, суд состоялся. Там были присяжные, даже американский музыковед Тодд Деккер вписался за рэпера и сказал, что такая последовательность нот была придумана в 2008 году вот этим вот чувачком, а значит, Кэти Перри должна платить деньги. Суд сказал окей и обязал заплатить почти $3 миллиона. Что пошло не так? Очевидно, что этот музыковед обоссанный не в курсе, что такую последовательность нот можно найти у народных песен и у Баха. Так кто у кого украл там? Он своими словами продал всю музыкальную индустрию и, кажется, даже не понял, что вообще натворил. Нельзя застолбить себе такую очевидную последовательность нот. Это все равно, что забрать себе возможность, я не знаю, петь. Это Лучано Паваротти! Хорошее расследование этого судебного дела от музыкантов я оставлю в описании. После этого не должно быть сомнений, что это нельзя назвать плагиатом. Судебный процесс, кстати, еще идет, так как логично, что подали апелляцию. Ни в коем случае нельзя платить деньги за очевидное повторение 2 нот. Христианский рэпер поступил совсем не по-христиански, как неожиданно. Но если вы думаете, что это маразм, то приготовьтесь к этому. В 2013 году был суд, который всем взорвал мозг. Выходит песня Blurred Lines, которая разрывает чарты, и звучит она вот так. А теперь послушайте вот это. Это песня Марвина Гея 1977 года выпуска. Не видите сходства? Правильно, его нет. Разное совершенно все. Разве что и там звучит инструмент cowbell. И сама мелодия тоже играется на басу. Семья Марвина подала в суд. В суде сказали, что это чистый плагиат, и семья покойного артиста получила больше $7 миллионов.
Круто, да? Это настолько всех нахер сбило с ног, что 212 артистов, в числе которых Fall Out Boy, Hans Zimmer, весь состав Линкин Парка, объединились и написали открытое письмо, которое говорит, что этот бред будет иметь последствия для всех, кто когда-либо кем-либо вдохновлялся. Ведь напомню, что вся музыка построена на заимствовании и вдохновении прошлыми работами. Давайте Шостаковича обвиним в том, что он спер песню We Wish You a Merry Christmas. Но всем, видимо, было все равно, ведь суд завершился, а сумма была выплачена. Решение таково, что всех вокруг можно засудить по авторским правам, даже если это просто отдаленно напоминает. Да если и напердеть в микрофон, это все равно будет на что-то похоже. Это настоящий идиотизм. Это Цой! Но если копнуть глубже, то все вокруг плагиат. Но он нам нравится, потому что мы не шарим за первоисточник. Терминатор. Король Лев. Начало. Просто примите тот факт, что мы осуждаем что-то, будучи неуверенным в том, что правы. Классика. Хотелось бы подвести итог сегодняшнего большого рассказа. Безусловно, существуют множественные открытия, когда люди к чему-то дошли независимо друг от друга, благодаря многим факторам. А отследить всю музыку и все фильмы во избежание копирования невозможно. Во-вторых, твой мозг может тебя подставить на несколько миллионов долларов, выдав тебе старую идею за нечто новое. Только кому ты это докажешь? В-третьих, взгляните вокруг. На все эти отсылки к поп-культуре. Вспомните все ваши любимые фильмы или любимую музыку. При ближайшем рассмотрении все это окажется заимствованием или было чем-то вдохновлено, а затем приправлено новым соусом, актуальным для нашего времени. А плагиат – это не что иное, как намеренное воровство. Прямое копирование, и таких случаев нереальное количество, поверьте, но мы сейчас не об этом. Кто бы что ни говорил, нельзя забрать себе очевидную последовательность аккордов или нот, или идею, которую вынашивали люди задолго до тебя. В противном случае можно заставить компьютер написать все возможные вариации мелодий, и искусственный интеллект будет владеть совершенно всей музыкой. Ах да, это ведь уже произошло. Есть отдельный компьютер, который пишет сам классическую музыку, которую потом играют настоящие люди. Есть компьютер, который пишет современный инструментал, причем реально очень приятный. Я на все это ссылки оставлю, послушайте. Благо сейчас эти треки распространяются бесплатно. Но вдруг настанет день, когда все то, что придумал компьютер, просто заберут себе звукозаписывающие компании без принципов. Просто представьте. Надеюсь, такого не произойдет, и мы дальше сможем заниматься творчеством, не боясь, что нас за это обдерут до нитки. Если это для вас так же важно, как и для меня, то распространите это видео. Вдруг поможет избежать хотя бы срачей в интернете. И впредь, прежде чем вешать клеймо, подумайте дважды. Все может быть не так очевидно. И ведь наверняка эту пафосную речь тоже у кого-то украл. Чем ты тут занимаешься? Я занят очень важными делами. Смотреть видосы — это не важное дело. Послушай, я принимаю, что ты захотел найти новую работу. Но не столько же времени ее искать, в конце концов. Может, я не знаю, как-то смогу помочь. Начнем с того, что я вообще не определился, кем хочу быть. Там... я разберусь. Ну, рассказывайте, в чем проблема. Вот в видео говорили про какие-то творческие профессии и все такое. Мне грустно от этого. Люди любят свою работу, а я сколько бы ни пробовал, мне ничего не подходит. Я не знаю, кем быть и как вообще это выбрать. Я понял. Рекламную музычку, пожалуйста.
Очень многие из вас держатся за работу, которая не приносит удовлетворения, и не понимают, что нужно сделать, чтобы все изменить. И вы сомневаетесь. Не хотите тратить время на обучение тому, что в итоге может не зайти. Как раз для таких случаев есть совершенно бесплатный вариант, который может помочь. Вы уже наверняка знаете, что такое Яндекс Практикум. Это сервис онлайн-образования, где вы с нуля можете обучиться новой профессии или прокачать свои навыки для работы в цифровой сфере. Так вот, мы запустили новый бесплатный курс, который поможет вам определиться с профессией. Веб-разработчик, дизайнер интерфейсов, интернет-маркетолог, дата-сайентист, аналитик данных. Если у вас нет знакомых, которые могут рассказать о классной профессии, то это ваш вариант. Специалисты наглядно объяснят и расскажут вам, как проходит их день на работе, какие задачи они выполняют, сколько зарабатывают, но заставлять не будут, ведь дальше решать только вам. Я попробую. Ой, как здорово! А у вас как дела с работой обстоят? Ой, я даже не знаю. Да, я и подумать не мог, что буду этот выпуск делать так долго. Все из-за того, что это по сути 3 совершенно разные темы, через которые красной нитью проходит слово «плагиат». Каждую нужно было отдельно изучить, ведь вроде как в интернете нет роликов, где все соединено в один флакон. Так что можете считать, что я снял сразу 3 ролика. А теперь серьезно. Вы должны понимать, что решения у этой проблемы нет. Миром правят деньги, а поэтому все равно будут стараться урвать свой кусок пирога. И очень логично, что зачастую судятся и требуют деньги те, кто уже утратил свою популярность или вообще не был знаменит. Но, как я уже сказал, безумный респект тем, кто все это осознает и не пытается всеми этими исками уничтожить творчество. Кстати, если бы не и так большой хронометраж, я бы мог много еще чего затронуть. Например, сэмплирование, когда берут кусок чужой песни и вставляют в свою. Да, когда это стало популярным занятием, разумеется, с этого тоже поимели деньги, и теперь ты должен просить разрешения, иначе суд. Такое случается очень часто. Кто-то говорит, что это плагиат, кто-то говорит, что это дань уважения. Но мне лично приятно, когда меня вставляют другие ютуберы в свои видео, даже если они на этом зарабатывают намного больше, чем я. Считаю это чем-то вроде респекта. Да можете хоть любую мою, я не знаю, музыкальную композицию взять и на этой основе сделать любой свой трек. Я вообще не против. Но у меня это скорее хобби, чем большой бизнес, так что, может, я и не шарю. Но когда ты видишь, что люди судятся из-за ритма на ударных, становится реально грустно. Не рассказывал еще я о повторяющихся темах у блогеров, стендаперов, одинаковой одежде. Это все настолько мелко по сравнению с тем, что мы уже обсудили. Так что оставьте это тем, кто любит вариться во всем этом и обливать всех и вся говной. Хотя, кого я обманываю? Раньше я также вешал клеймо на всех, не разобравшись. Но люди меняются. И надеюсь, этот ролик сможет поменять мнение других людей. И давайте закрепим, чтобы всем было понятно. Я осуждаю настоящий осознанный плагиат и считаю это чит-кодом. Но теперь всегда буду проверять, а он ли это на самом деле. Или все не так очевидно. У вас, разумеется, может быть свое мнение на этот счет. Я буду даже за, если оно будет отличаться от моего. Ведь я, как и все мы, могу ошибаться. Но на всякий случай, то, что нашел и прочитал, оставлю в описании. Спасибо, что не выключили и досмотрели до конца. Топ, давай что-нибудь побрынчим.